Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Помните этот большой плед, который попал ко мне на переделку? Одну часть я уже превратила в уютный плед, и вы его назвали «Осень». А еще предложили сделать целую серию «Времена года». Сегодня я продолжу и сошью «Лето». Давайте посмотрим, каким оно получится. Основную ткань для пледа я купила на распродаже. Это вискоза. Она подошла мне по цвету, и цена была очень привлекательная. В компанию к ним я подобрала ткани, которые уже были в использовании. Немного синтепона в этом проекте мне тоже пригодится. Ширины оставшегося пледа мне недостаточно. Увеличу ее, добавив вставки по краям. Собрала заготовку из сатина и синтепона. Разметила параллельные линии через каждые 4 сантиметра. Соединю слои при помощи обычной прямой строчки. Заготовки у меня 2, поэтому стегала без отрыва нити одну за другой. Простеганные заготовки соединила между собой. И теперь разрежу на 2 одинаковые части. Так будет гораздо быстрее, чем стегать каждую отдельно. Закрепила полоски по краям. Они немного толще, чем основа пледа, но со временем, думаю, толщина выровняется. Теперь ширина меня вполне устраивает. Получилось 142 сантиметра. Посмотрю, может быть, сделаю рамку из сатина по всему периметру пледа. Ткани у меня самые обычные. Они не предназначены для лоскутного шитья. Поэтому перед пошивом я их подготовлю. Крахмалю, даю подсохнуть и проглаживаю. Ткани должны держать форму, тогда лоскуты ложатся ровно и работа выглядит аккуратно. Подкрахмалила только ткани, которым нужно придать форму, остальные буду использовать как есть. Чтобы не было белых пятен на ткани, крахмал обязательно завариваю, потом развожу водой и использую. Остатки крахмала можно хранить в холодильнике. Шириной плед будет 135 сантиметров и в длину 205 сантиметров. Рассчитала размер блока для такого пледа. Блоков понадобится 32, 16 одного вида и 16 второго. Проект у меня небольшой, поэтому шаблоны делать не стала. Размечала детали прямо на ткани. Лоскутных блоков будет 2 вида. Это заготовки для первого блока, а это для второго. Еще подготовила соединительные полоски. Собирается такой блок очень просто. Соединю середину с одной парой полосок, затем добавлю вторую пару. Блок готов. Припуски заутюживаю к центру. По ним я проложу отделочную строчку. Первый блок будет нежный, как вишни в саду. Второй насыщенный, как спелые ягоды. Блоки простые, шить их легко. Даже скалывать ничего не нужно. Ткани послушные, просто складываю и сшиваю. Длина стежка 2 мм. Чтобы ускорить процесс, собираю все блоки сразу до момента, когда нужно проутюжить. Иду на утюг и проглаживаю все заготовки сразу. Потом продолжаю сшивать дальше. В лоскутном шитье важна каждая мелочь. Когда собираем блоки, их нужно обязательно хорошо проглаживать. Тогда швы ложатся ровно, уголки сходятся аккуратно, и весь результат смотрится опрятно и красиво. Сборку блоков закончила. Зрители просят показывать изнаночную сторону. Если вы заметили, срезы у накрахмаленной ткани не осыпаются. Работать одно удовольствие. Соединять блоки в ряды буду при помощи полосок молочного цвета. На каждый блок с правой стороны кладу полоску лицом к лицу и соединяю прямой строчкой. Длина стежка 2 мм. Ничего не скалываю, просто складываю детали и стачаю. Чтобы ускорить процесс, сшиваю такими гирляндами и потом разрезаю на блоки. На 4 блока каждого вида полоски пришью с 2 сторон. Дальше буду собирать ряды. Первый блок с 2 полосками по краям. Затем чередую по цвету. В ряду получается 4 блока.
Второй ряд. Первый блок тоже с двумя полосками, но уже другого цвета. Рисунок будет со сдвигом. Собрала 4 ряда одного вида и 4 ряда другого. Припуски заутюжила в сторону светлой ткани. Сборка пледа тоже простая. Для начала размечу середину на основе. На нее и буду ориентироваться при сборке. Наверх и низ буду пришивать полосу из сатина. Размер пока не знаю, поэтому край оставлю необработанный. По краю будет белая полоса. Дальше ряд из лоскутных блоков. Выравниваю по центру. Сверху кладу лицом вниз соединительную полоску. Выравниваю срезы и проложу строчку. Середины блоков закрепила сразу. Таким образом соединила основу с лоскутным полотном. Начинаю с закрепки. Затем прокладываю строчку по контуру. Так не только соединяются слои, но и дополнительно укрепляются припуски. И плед прослужит дольше. В конце тоже закрепка. Соединительную полосу отгибаю. Булавки переставлю ниже. Ничего не сметываю, достаточно будет булавок. Беру следующий ряд, смотрю, чтобы блоки были в шахматном порядке. Поворачиваю лицом вниз. Выравниваю срезы. В рядах совмещу соединительные полоски. Все скалываю булавками. Булавок жалеть не нужно. Это тот случай, когда много не бывает. Первые 4 ряда пришиваю с одной стороны. Затем разворачиваю изделие, скручиваю оставшуюся основу. Вставляю ее в рукав машины и продолжаю сборку. Это удобно, если машина бытовая и в рукав объемный рулон не помещается. Сборка лоскутного полотна очень простая, поэтому времени ушло совсем немного. Отделочную полосу по краю закрепила наметкой. Лишние строчки мне не нужны, они все видны с обратной стороны. По верхнему и нижнему краю добавила полосы из сатина, чтобы получилась рамка. Лоскутные блоки в рядах закреплены с небольшим расстоянием. Осталось простегать блоки по вертикали. Строчку прокладывала белыми нитками по краю соединительной полосы, дополнительно закрепляя припуски. Теперь расстояния небольшие, и лоскутное полотно надежно закреплено с основой. С обработкой срезов решила не заморачиваться. Ткань на рамку отрезала с запасом, ей и обработаю край. Обогнула срезы и закрепила по самому краю. Получилось неплохо. Очень люблю такие штучки, их добавила с двух сторон пледа. Осталось обработать боковые стороны. Из сатина вырезала полоски шириной 5 см, ими буду закрывать срезы. Вымерять ничего не буду, просто срежу все лишнее по краю отделочной полосы. Пришила окантовку с изнаночной стороны. Припуски по краям заложила внутрь. Обогну срез и закреплю с лицевой стороны. Как уложить обтачку по углам, чтобы было красиво? На припуске закладываю уголок под 90 градусов, затем подгибаю припуск. Огибаю срез. Получается аккуратный угол, ничего не торчит и не выглядывает. Несмотря на то, что обработка самая простая, смотрится она в изделии замечательно. Вот такое лето у меня получилось из старого пледа. Совсем другая вещь, яркая, легкая, с летним настроением. Мне было приятно работать над этой частью, и я надеюсь, что результат вам тоже понравился. Спасибо за ваши советы и поддержку, ведь именно вы вдохновили меня сделать серию «Времена года». Впереди нас ждут новые сезоны. А я пока вам желаю творческого вдохновения, и пусть в вашем доме всегда будет уютно и красиво. Своими идеями теперь можно делиться в моем телеграм-канале. А я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч!